16 годам Габимура стал сильнейшим ниндзя в своем клане. Его навыки в сочетании с холодным и спокойным видом сделали его почти бессмертным. Но однажды во время выполнения очередного задания Габимуру предают его товарищи, и он попадает в плен. В результате высшая мера наказания – смерть. Они решают покончить с ним, отрубив ему голову. Палач поднимает свой клинок, спрашивая его последние слова, но у него их нет. Тогда палач делает мощный взмах, но ничего не происходит. Он все пытается и пытается, но лезвие ломается на две части, прежде чем оно успевает пронзить шею Габимуры. Все вокруг не могут поверить своим глазам, но Габимура может думать только о том, почему он не может просто умереть. Кстати, я вот тоже думал, что может быть лучше просмотра любимого аниме? Только мерч с ним. Самый классный аниме-мерч, конечно же, на все майки. Одежда и аксессуары с принтами самых известных сериалов. Человек-бензопила, Джо-Джо, Токийские мстители и множество других. Каждый месяц появляются новые коллекции по разным аниме и другим тематикам. Игры, спорт, мемы. На сайте есть конструктор дизайнов, где вы можете создать любую вещь с сайта со своим артом. Переходите по моей ссылке в описании и заказывайте себе крутую одежду со скидкой по промокоду Senpai423. Позже ночью его навещает Саги. Она инспектор, который хочет разобраться в его жизни и понять, почему клинок не смог убить его. Они говорят о его прошлом и о его клане. Она хочет знать, не умер ли он потому, что привязан к жизни. Но у Габимуры нет никаких привязанностей. Он происходил из клана ниндзя, где все учат убивать с самого рождения. Они проходят через болезненные и смертельно опасные тренировки. Но у тех, кто выживает, в итоге развивает сверхчеловеческие тела. Ей становится любопытно, и она спрашивает, может ли он показать ей ниндзюцу, но он просто отказывается. На следующий день они решают использовать другой способ казни – сожжение на костре. Пламя причинит ему невообразимую боль, разрушая его кожу, мышцы и в конце концов кости. Но снова Габимура все еще жив. Его тело почти не пострадало. Саги спрашивает, пытается ли он сопротивляться, но он утверждает, что это не так. Их попытки просто неубедительны. Она пытается узнать больше о его прошлом, расспрашивая о его семье. Он объясняет, что его родители были убиты главой клана, когда он был еще ребенком. Но он не знает почему, и это его не волнует. Когда его спрашивают о его мечтах, он отвечает, что у него их нет. Он только убивал людей и выполнял свои миссии в качестве ниндзя. Он не видит никакой ценности в жизни. Он вырос, учась убивать, не проявляя эмоций. Затем Саги спрашивает, как его поймали и почему. Он объясняет, что пытался перестать быть ниндзя, и глава клана разрешил ему это, если он выполнит последнее задание. Но это задание было лишь ловушкой для его товарищей, чтобы предать его и поймать. После всех неудачных попыток исполнители решают применить самый жесткий метод. Они разделят его на части, потянув за конечности. Они свяжут его веревками и, используя силу быков, разорвут его пополам. Животные начинают двигаться, растягивая веревки до предела. И в следующую долю секунд животные тянутся назад, рушась перед Габимурой. И снова им не удалось убить его. Никто не может в это поверить, да и он сам тоже. Почему на него ничего не действует? Почему он не может просто умереть? И вот тут Саги замечает нечто странное. У Габимуры нет никакой воли к жизни, но он попытался покинуть клан. Она не понимает, как тот, у кого нет мечты, хотел покинуть клан. Он был самым сильным в клане, вплоть до того, что женился на дочери вождя. Но женитьба на ней была сущим кошмаром. Она была его полной противоположностью. Она была беззаботной и наивной. Она не была похожа на кого-то из их клана. Она перевернула его жизнь с ног на голову, и он никак не мог ее полюбить. Она приставала к нему каждый раз, когда он возвращался домой, чтобы он снимал обувь, входя в дом. Заставляла его молиться вместе, говорить спасибо за еду и выражать благодарность за их жизнь. Для него это был кошмар. Он знал, что если он продолжит жить с ней, то потеряет свой холодный характер, а это приведет к тому, что он будет проваливать задания. Поэтому он решил попросить с лидера клана развестись и уйти из клана. Глава принял его решение, но Габимура должен был выполнить последнюю миссию, и тогда они устроили ловушку и схватили его. Он был предан и понял, что не может сбежать из деревни, потому что они найдут его. Поэтому он решил сдаться и смирился со своей участью. Позже ночью к Саге подошел охранник. Он сказал ей, чтобы она не подходила слишком близко к нему, так как он опасен. Габимура — чудовище, убившее 20 человек, когда они пришли его арестовывать. Он также рассказывает о слухах, что все ниндзя из его клана бессмертны, потому что они выпили эликсир жизни. Она удивляется, услышав об эликсире, но начинает подозревать Габимуру еще больше. Он утверждал, что является кем-то пустым, кем-то, кто не проливает ни слез,
ни крови. Тот, кто хочет быть убитым, но он сопротивляется, когда его пытались схватить, и она знает, что он сопротивляется попыткам казни. В то же время Габимура начинает задумываться над ее словами. Почему он сопротивляется тому, о чем его просят? Когда его собирались обезглавить, он использовал свою силу, чтобы сломать лезвие. Когда его пытались сжечь на костре, он использовал свою силу, чтобы выжить. А когда его пытались разделить на части, он использовал свою силу, чтобы оттащить животных обратно. Что-то глубоко внутри него активирует его способности, чтобы не дать ему умереть. Но он обещает, что завтра будет его последний день. Они обливают его кипящим маслом, сжигая его тело. Но он просто уходит, не получив никаких травм. Он широко раскрыл глаза и не поверил, почему не может просто умереть, почему он так сопротивляется. Он должен был стать пустым. О чем он так сожалеет, что мешает ему умереть? Но следователю было достаточно, она уже знала ответ. Охранники уводят его под землю, где он снова встречает Саги, но на этот раз у нее в руках катана. Она обезглавливатель из клана Асаэмон. Габимура шокирован. Он быстро узнает ее клан, который славится тем, что является лучшими исполнителями. Глаза Габимуры широко раскрываются, так как он чувствует, что она может легко отрубить ему голову. Он видит в ней настоящую силу. Он начинает паниковать и срывает с себя наручники. В мгновение ока позади него появляется Саги и замахивается катаной. Он уклоняется за счет инстинктов, и она бросается на него снова. И снова он уклоняется и понимает, что не хочет умирать. Она объясняет ему, что он все время обманывал себя. Он утверждал, что смирился со смертью, но у него есть одна причина, которая помогает ему жить. Это его жена. Он говорил, что ненавидит ее, но это не так. Когда-то он был пустым, но жена изменила его. Он рассказал ей обо всем, что ненавидел в своей жене. Но на самом деле, именно эти вещи он и ценит больше всего. Он приходит в ярость и нападает на нее. Его интенсивные горящие глаза подтвердили догадки Саги, что она была права. Он кричит ей, чтобы она замолчала, и набрасывается на нее, говоря, что он пустой. Но вспоминание о жене наполняет его разум, говоря ему, что он не пустой. Она единственная, кто верила, что он добрый, а не безжалостный убийца. Он не верит ее словам, но объясняет, что она знает это, потому что он был единственным человеком, способным взглянуть ей в лицо. Потому что в их клане женщины рассматриваются только как нечто, способное произвести на свет наследника. Но она хотела жить нормальной жизнью. Поэтому ее отец решил сжечь ей лицо, чтобы она никогда не имела на него права. Несмотря на это, она не оставила свою мечту и хочет жить с ним нормальной жизнью. Он не был убежден, и она дарит ему поцелуй, заставляя его покраснеть и понять, что он на самом деле не пустой. Вернувшись в бой, он размахивает мечом, крича, что он бессердечный монстр. Но в глубине души он продолжает думать о том, как он в это ввязался. Он всегда возвращался домой, весь в крови и ранах. А она заботилась о нем с улыбкой на лице. И со временем он решил, что должен измениться. Она заслуживает лучшего. Поэтому он решил перестать быть ниндзя и жить нормальной жизнью. Но в этот момент его предали. Он окончательно понял, что живет мечтой, которой не суждено сбыться. В этот момент Саги достает свиток с прощением от Сёгуна. В ней говорится, что все преступления будут прощены. Он и его жена будут под защитой. Но для этого нужно выполнить одно задание. Он должен отправиться на мистический остров и в состязании с другими преступниками добыть эликсир жизни. Габимура ошеломлен этим заявлением. Она объясняет, что Сёгун послал на остров 5 поисковых отрядов, но ни один из них не вернулся живым. Единственное, что вернулось, это то, что их трупы превратились в цветы. Сёгун стал еще больше одержимым идеей найти эликсир жизни. Он решил отправить на остров опытных преступников, приговоренных к смерти. И тот, кто получит эликсир, получит прощение за все свои преступления. Также она рассказывает о его жене. Она в безопасности, но изолировала себя, ожидая его возвращения. Затем Саги спрашивает его, что он будет делать: отправиться на эту миссию и найдет способ воссоединиться с женой или умрет прямо здесь и сейчас. Мировые судьи недовольны этой ситуацией, поэтому они вмешиваются, заявляя, что заберут обе их головы. А Габимура вспомнил милую невинную улыбку всей своей жизни, и он принимает решение. По его лицу текут слезы, и он спрашивает Саги, хочет ли она еще увидеть его ниндзюцу. И в следующую секунду его тело охватило пламя, сжигая всех. Спрыгнув с груды горящих трупов, Габимура говорит, что найдет эликсир, и обещает себе, что выживет и вернется к своей жене. Но продолжение зависит только от вас.